Важные вопросы проведения экспертизы при приемке выполненных ремонтно-отделочных работ, причины проведения экспертизы и ее этапы, кем проводится и каким документом оформляется. Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Итак, начнем. При выполнении ремонтно-отделочных работ на первый план, естественно, выходят вопросы контроля. И личное участие заказчика в проведении этих процедур является важным условием предупреждения возможных проблем в будущем. Однако, оценка строительных работ со стороны специалистов служит ключевым элементом, обеспечивающим эффективность и полноценность этой процедуры. Именно поэтому весьма важно обратить пристальное внимание на это действие. Прежде всего, необходимо обратиться к сущности данного мероприятия. Здесь речь идет о комплексе исследований, ориентированных на оценку состояния объекта после ремонта, отделки и обнаружения недостатков, анализ реальной стоимости и объема осуществленных работ, также установление соответствия проведенных подрядных работ положениям установленных стандартов. Для понимания предназначения экспертизы при приемке выполненных ремонтно-отделочных работ надо уяснить причины проведения и задачи, решаемые с помощью экспертизы, и правовое сопровождение экспертных процедур и этапы осуществления экспертизы. В первую очередь необходимо обратиться к причинам проведения экспертизы. Они достаточно разнообразны и многочисленны, поэтому целесообразно остановиться на наиболее распространенных из них. Например, расхождение выполненных работ с действующими стандартами. Здесь задача экспертизы состоит в определении и документальном закреплении соответствия качественных параметров работ стандартам и нормативно-правовым положениям. И вторая часто встречающаяся причина – это несоответствие результатов осуществленных работ проекту. Тут определяется и закрепляется объем действительно выполненных работ. Производится сопоставление с запланированным в проектной документации. В том числе определяется наличие или отсутствие как видимых, так и скрытых недостатков, а также устанавливаются причины, в связи с которыми они образовались. При этом важно принимать во внимание то, кем именно может проводиться экспертиза. Она реализуется как специалистами государственных учреждений, так и соответствующими экспертами, аккредитованных в соответствии с законом частных компаний. Процесс экспертизы при приемке выполненных работ представляет собой алгоритм последовательных действий, в рамках которого выделяются следующие этапы, например, подготовительный, объектный, камеральный и заключительный. На подготовительном этапе специалисты приступают к изучению и анализу документов. Они детально знакомятся с проектными и сметными документами, изучают соглашения на проведение работ, включая отчеты о выполненных работах. Подготовительный этап не следует воспринимать как простую формальность. Здесь производится ознакомление специалиста с объектом, соглашением, проектной и исполнительной документацией и так далее. На этом этапе организуется обследование объекта, выполняются замеры и фиксируются видимые недочеты. Здесь также может быть использовано специальное оборудование, с помощью которого осуществляются лабораторные испытания образцов материала. Далее следует камеральный этап, в ходе которого, как правило, в лабораторных условиях обрабатывают полученные в процессе исследований результаты. На завершающем этапе специалисты оформляют отчеты и экспертные заключения. В нем фиксируется перечень обнаруженных недостатков, то есть дефектов и расхождения. В случаях, когда экспертиза при приемке выполненных работ осуществляется для возмещения причиненного ущерба, специалисты оформляют отчеты о сумме ущерба, основываясь на среднерыночной стоимости материалов. Заключение эксперта имеет достаточно простую структуру. В нем предусматривается вводная часть и основная, в том числе не исключаем и приложение. В вводном разделе содержится информация о времени, месте осуществления экспертизы, основаниях для ее проведения, информационные данные об учреждении и эксперте, а также перечень поставленных перед экспертами вопросов. В свою очередь,
Основной раздел представлен описанием объекта экспертизы, описанием методологического аппарата и методов проведенной экспертизы. Технической частью речь идет о расчетах и итогах как проверочных, так и обмерных работ и протоколах испытаний. Графической частью она сопровождается материалами фотофиксации и рабочими чертежами с соответствующими отметками, также дефектной ведомостью. Благодаря ей фиксируется перечень повреждений, а также объем работ, направленных на их устранение, ну и выводами эксперта и формулировками предложений, то есть рекомендаций по работе с недостатками. Таким образом, заказчикам важно помнить, что заключение, которое было получено ими по итогам экспертизы при приемке выполненных ремонтно-отделочных работ, это официальный документ, на основании которого обеспечивается возможность требования от подрядчика возврата финансовых средств, устранения обнаруженных недостатков за счет виновной стороны. Если конфликты не могут быть урегулированы мирным способом, то для обоснования позиции одной из сторон экспертное заключение в качестве документа будет принято судебным органом. В любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. На этом у меня все. До новых встреч!